ребенок меня испугался. Боится мимо меня идти. Привет! Я гуляла в Сочи. Я гуляла и дошла до вокзала Адлер. И он меня очень сильно порадовал и удивил. Это очень красивое здание, но самое потрясающее здесь это, конечно, вот эти панорамные окна. Вот это вид справа от моря. Сразу приезжает человек и видно море. Это вид слева от моря. Детская площадка заклеена. Не знаю, может потому что она еще новенькая, а возможно из-за карантина. Смотрите, вокзал Адлер. Надеюсь, ее очень скоро откроют. Позади меня тоже большое окно, но там не очень интересно, там просто видно город. А сейчас я покажу вам вид на море. Самое удобное, что люди могут вот так сидеть и просто смотреть в окно. Вот так ждать своего поезда намного приятней. Смотрите, какие тут симпатичные скамеечки. Есть стаканчики для кофе. И самое главное, есть розетки. Но еще меня здесь поразило то, что здесь бесплатные туалеты. В Москве, да и в Биробиджане, вообще где бы я ни была, везде на вокзалах туалеты платные. Я всегда удивлялась, почему в аэропорту бесплатные, а в туалетах платные. Причем цена всегда на вокзальных туалетах такая, знаете, не символическая. И здесь я шла, тоже приготовила мелочушку. И оказалось, что обычно просто заходи и пользуйся. Это меня поразило, при том, что в прошлом видео я уже говорила, что в Адлере на пляже нету туалетов, ни платных, ни бесплатных, и надо проситься постоянно в кафе. Поэтому, естественно, я таких бонусов не ожидала. Ну и вы видели, там есть смотровая площадка. Сейчас я на нее спущусь и посмотрю. Конечно, с точки зрения, наверное, местного жителя, это не очень удобно, когда город отделен от пляжа железной дорогой. А так тут практически везде дорогой нужно переходить через железные пути по виадукам. Наверное, это не очень приятно, но с точки зрения именно путешественника, это круто. Это кайф, когда ты можешь приехать на поезде, выйти из вокзала и сразу попасть на пляж. Вот есть такой маленький пляж, и даже есть вышка безопасности. Но не очень красиво из-за волнорезов и еще какой-то фундамент старый. Но я думаю, что наверняка с этим что-то сделают в будущем. Но, в принципе, я не вижу смысла прям придираться. Кстати, даже рыбачат вон мужички. Вот так выглядит здание старого вокзала. Даже осталось название, которое подарили столовой. И за ним стоит здание нового вокзала Адлер. С сегодняшнего дня я открываю топчик моих самых любимых вокзалов. И первое место у этого вокзала пока что единственное. Если появится еще один, я вам сообщу. Пацаны прикалываются. Сейчас увидите как.
каждый день так делаете или первый раз? Каждый день. Что, каждый день приезжаете и так гоняете? Когда дождя нет. Кот. Ничего не дают. Не дали ничего, да? Можно, там можно пройти, а здесь нельзя. Армейский дружок уехал, уехал, ой-ой-ой, уехал, уехал, ой-ой-ой. Сегодня прикольно от волны бегать. На фабрике стачка, чаром беда, осталась одна пачка. Мне почему-то очень приятно смотреть на эту кучу народа, которые ходят на чай. Не знаю почему. Может, потому что я сама турист, поэтому у меня нет какого-то отторжения к другим туристам. Мне кажется, это так мило. И эта тетенька, спящая на пляже. Кстати, тут есть песочек, но, знаете, он такой чистоты сомнительной, что лучше уж галька. Пошел бы тогда на рыбалку. Чего поймал, потом раздал. Все выше и выше. Часть ночь заводит никто не услышит. Наверное, кое-кто скажет, это разве волны? Вот в океане волны так волны. Ну, блин, это же не океан. Это все-таки море. О! Помните, когда я приехала, я сразу попала под дождь? Это было где-то 23 декабря. Я попала под дождь, и вот с тех пор больше ни разу дождя не было. То есть было пасмурно, но потом было все теплее и теплее. И вот сегодня 5 января, и говорят, что завтра будет дождь. И если до этого ветерок был такой весенний, казалось, что уже все, весна, то сейчас, сегодня, в совокупности с листьями опавшими, у меня такое ощущение осени. Хотя, конечно, это же не осень. Но вообще это зима. Что вы хотите? Зима в Сочи. В общем, чувствуется, что завтра действительно может пойти дождь. Но, во всяком случае, будет холоднее. Волны такие огромные. И люди уже не купаются. Ну и вот он вам и порт. Колючая проволока. Вот такая тут крутая лаунж-зона. Ну что, круто, круто. Не хватает тут только какой-нибудь баскетбольной корзины. Потому что недавно мы поняли, что этого вообще нет. В Сочи нет нормальных спортивных площадок. Ну, то есть они есть, но они, видимо, какие-то только платные.